Ну что, ребята, всем привет. Итак, продолжаем с Long Dark. Так, мы находимся в Дамбе. Так, что у нас тут интересного? What have we here? По-любому забираем. Нам нужно будет здесь переночевать. По-любому переночуем. Смысла нету возвращаться. Пускай он подождет. Да нам еще же нужно найти-то, блин. Как я тороплюсь, а? Просто капец как тороплюсь. Так. Нормально, блин. Так. Нет. А, вот же, блин. Давайте заправим. У нас, наверное, есть. Мало, конечно, но... Ладно, пойдет. Может, сейчас найдем. Конечно. Так, ну здесь вроде все. Посмотрели. Огляделись. А, вот еще. По-любому. Нам не надо. Обязательно. О, ништяк. Ништяк. Так. Сейчас вниз еще нужно будет сходить. Круто. Шкафчика мы здесь, конечно... не души. Так. Ну, нам нужно свет. Ты чё так удивился-то? Ага. Хорошо. Так, прочтем. Фил. Джексон видел в этом районе волков, а Эмили говорит, что на прошлой неделе заметила рядом с лагерем медведя. Лично я подозреваю, что это уроды из Брейерхауза. Пытаются нас запугать, сволочь. На всякий случай держи при себе сигнальный пистолет. Реального огнестрела у нас все равно нет, Джон. Ну, понятно. Подождите. Да, забыл забрать. This'll be useful. Обязательно берем. Хорошая вещь, кстати, против волков. Особенно. Так, ну в мусорке я не буду шариться. Так, водичку по-любому мы всю заберем. Унесешь, не возмущайся давай. Сейчас нам бы найти бы, где приготовить.
Так, здесь закрыто. Я помню, что здесь где-то что-то будет. Где-то здесь что-то будет. То ли ключ, то ли что, по-моему, под кафелем. Вот это, короче, пластинкой. Но могу ошибаться. Так, вот и второй этаж. Так, блин, нам надо... Унесешь, чувак, унесешь. Все ты унесешь. Надо. Надо. Пускай лежит. Да, блядь. Не тупи ты, а. Нам нужна заправочка. Aid station. That sounds like what the trapper needs. Угу. Ладно, здесь потом обыщем. Блин, вот подстава, а. Хорошо. Блин. Так, отчет об обслуживании ГС Картер. Лифт снова работает через раз. Аппаратуру мы проверили, там все в порядке. Видимо, электрика шалит. Приглядывайте. До зала управления турбины больше никак не добраться. Если лифт застрянет, вас ждет очень длинная прогулка. Верю, верю. Короче, видимо, облом получился. Так, ну все. Very strong painkillers. Dangerous. You can get hooked on this stuff. Let's hope we don't need it. Чувак, давай не тупить. Давай. Нам по-любому нужно сейф еще проверить, но со светом здесь совсем туго. Нужно по-быстрому все обыскать. Сейф в следующий раз мы вскроем. Сейвы я умею вскрывать. Да уж. Очень важные вещи. Очень важно, важно. Так, пойдемте теперь на первый этаж обратно. Так, будем думать, где что здесь есть. Ух ты. О. Так, здесь я еще что-то не проверил. Ладно, сейчас мы не спустим. Понимаю, чувак, тебе очень трудно. Но потерпи. О, записочка. Ну-ка. Так, судя по почерку, автор цепи сильно спешил. Все в пещере. Заходишь на дамбу. Дальше вдоль реки, около нужной пещеры, есть поляна с охотничьим укрытием.
Круто. Я не помню, чтобы такие отметки были. А, нет, отметки, по-моему, были. Опять же, не было местонахождения конкретного нашего. Нашей геолокации не было. Ништяк. Пожрать здесь, конечно, от души можно. Так. Здесь вроде все осмотрели. Здесь вот еще. Ну все. А еще что-то у нас случилось. А здесь закрыто. Смысла даже нету. У нас есть пока. Будем иметь в виду. Так. Лучше сразу готовую водичку возьмем. Так, мы еще в одном месте не были. Вот здесь вот. Сейчас по максимуму все отыщем. В одно место все скинем не нужно. Будем знать, что мы здесь лежит. Еще один пожар. That'll come in handy. Да блин, вроде все это нужно. Давайте одну выбросим. Так, ну сейчас, думаю, мясо приготовим на улице. Something's gotta go.
не вижу. Так, давайте на место завтра заготовим. Too much stuff to carry. Чувак, да не ной ты, а. Ну ладно. Вот это вот мы оставим. Так, это пока пускай лежит. I would drink almost anything about now. Так. Так он, фу ты, блин, меня еще не выпустят. Я, значит, еще не все нашел. Понятно. Так. Пока он еще жив. Да, блядь, по идее, за это время он уже скончался бы. Пока мы здесь лазим. Так. Ладно, пусть еще подождет, пока мы сейчас мясо приготовим себе. Better check in on that old trapper. Так, ну, пускай Зверолов подождет еще немного. Должна быть бочка где-то. Так. Облом. Так, у меня еще и трута нету. Нормально. Нормально, блин, у меня, оказывается, трута нету. Вот, бляха-муха, вот же подстава. Пойдемте за газетой. Зверолов-то нахеревает.
Так. Так, газетеночка. Выше у нас газета. Блин, еще бы вспомнить. Я помню, что их немало было. I could use this. Хорошо. Вот. Вот и труд нашелся. Давайте еще чуть-чуть возьмем маленько. Вот это очень важная вещь, конечно. Без вариантов. That's done. Нормально. Ну, блин, тоже придумали, а. Не, ну совсем они что-то усложнили, конечно. Не, ну перебор. Ну вот честно, мое мнение, это перебор. Я думал, как в старой версии, блин, по-быстрому. А, вот оно как. Теперь понял, как ускорить процесс, оказывается. Все, думаю, можно отправляться. Против волков это офигенная вещь. Главное попасть. Ну, патрончиков у нас больше. Так, ну вроде все нормально. Волков я не вижу. 27 килограмм. Нормально. Так. Ну ладно, ребята. Не буду я снимать, как я до Зверолова добираюсь. Продолжим уже оттуда. Так. Ну, собственно, мы уже почти добрались. Так, мы в этот раз срежем дорогу. Главное, чтобы на медведя не попасть.
волком-то еще не страшно справиться. Твою мать, сука! Не попал, но напугал. Бля, охренеть. В старых частях они обычно просто... Бля, муха, сука, давай, 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 давай. Пиздёныш, сука. Мразь, бля. Тварь, а. Так, я не помню, как там еще. Тоже бинт. Да, зря я свернул. А, ну я, получается, в исходную позицию вернулся. Да, ребята, пойдемте лучше так. Теперь нам еще зашиваться нужно будет. Ну, вообще весело. Облажались. Блин. В старой части, ну, в старой версии намного было проще с волком разобраться. Он не сразу кидался так, конечно, он там начинал постепенно за тобой идти. То есть у тебя был шанс, в принципе, свалить от него. А здесь что-то он сразу прям, сходу. А, нам еще ножик нужен. С этим гвоздодером-то, блин. Давай ты это только сознание не теряй, а. Нам чуть-чуть осталось. Совсем немного. Да, эта версия много сюрпризов мне преподнесла. Очень даже необычно так. Прикольно. В то же время тяжелее игра, конечно, стала все-таки. В разы. Ну, не прям уж в разы, прям, ну, нормально так. По крайней мере, я почувствовал это.
Ну вот мы и добрались, дамы и господа. Вот мы, собственно, и здесь. Oh, shit. Oh, that's smart. Take it easy. You're pretty banged up. You're probably a bit delirious, too. I just gave you a shot of some heavy antibiotics. Might feel funny for a while, but it'll help. And you're gonna need some time to recover. Time? We don't have time. We need to get a message out. It's important. Message? You mean to your friend, asking for medical help? Never mind that. Help me up so I can look at the radio. Let's see if the parts you brought back are any good. That's a military shortwave, isn't it? Maybe. I know a bit about radios. That's not like any surplus I've ever seen. Damn it! Well, parts look fine. So, whatever's wrong with the radio goes deeper than that. What could it be? Something to do with the power. Fuses. Transformers, maybe. We have bigger problems to deal with first. That bear's out there, hunting us. He's a smart old bastard. He'll keep us from getting out, getting supplies, finding help. Eventually, he'll either get us, or starve us out. I gotta lay down. Help me back to the bed. Can you tell me anything about where we are? Well, this whole area takes its name from Mystery Lake nearby. It's kind of a wilderness preserve, though you wouldn't know it from the logging trucks. Not much around there, apart from some lake cabins that'll be locked up for the season. You've already seen the dam. Railroad passes through the area. Trains come through once in a while. Fewer every year. Whole area's mostly Так dead. это значит не совсем Most of the безлюдное year. место. You sound like you like it that way. I sure do. So, no other people living out here? You gotta understand. The collapse destroyed Great Bear. There's nothing here to stay for. You meet anyone out here? Chances are they're hiding from something. Or someone. And you? Why are you here? I have my reasons. The dam was pretty busted up, like you said. Place was cracked open by the quake years ago and never recovered. It was already half dead at the time. Meaning? The dam dates back to the 60s. Industrialists from the mainland wanted to use it to power a mining town he was planning to build. But the bottom fell out of the price of coal, and he had to abandon those plans. Some fool tried to get it running again in the 80s, but then the forest talkers got involved, and that was the end of it. Pretty sure the quakes finished the job once and for all. So, who are the forest talkers? Eco-terrorists. Activists, some call them. Depends on who you talk to, I guess. Why are they out here? Well, they've been active for years. They come and go. Mostly here to throw a wrench in the works for a variety of resource projects, mining, forestry mainly. They want Great Bear to remain a pristine wilderness. You don't sound like you agree. Oh,
I've no love for industry. But this is the way of the world. You have something they want. They take it. Nothing much you can do to stop it. Well, judging by what I saw in the dam, I'd say the forest talkers are still active. Ah, that's good news for you. Keep your eyes open for supply caches they might have left behind. What's this unfinished business between you and the bear? Ah, me and the old bear. Every time we meet, we make a little trade. And what do you trade? Each other's blood, mostly. Sounds like a losing proposition. Oh, well, I'm sure it will be. For one of us. The main reason I'm out here is I'm looking for someone. You won't find too many people out here. That's kind of the whole point. This is someone important to me. A woman. She may have passed through here a few days ago. She might have been injured. What makes you think she came through here? She passed through the tunnel leaving Milton, but then... I'm not sure. Well, the roads from Milton don't lead this way. Wherever she's headed, you'll have to cross the mountains to find her. Not an easy path, even for the most experienced outdoorsman. I'll do whatever it takes. Well, you won't get far with that bear on the prowl. What we need is to get my radio up and running, so we can find out what the hell is going on. Maybe someone out there has seen your friend. The woman I'm looking for. She might be on her way to a place called Perseverance Mills. You know it? Yeah. Shit Nothing Town, north part of the island. Sounds about right. Yeah, I know it. We were on our way there, my passenger and I, when we crashed. I need to find a way to get there, or contact her. See if she's all right. You sure she's alive? Yeah, I'm sure. Well, normally I'd make some calls on the old shortwave. The whole area's been damn quiet since those lights in the sky. Even the wildlife's acting strange. But I might have an idea. What do you mean, the wildlife's acting strange? You live out here long enough, you get a sense for the patterns in nature. Right now, the patterns are broken. Critters aren't behaving the way they should. It's like they're spooked or something. No, not spooked. But changed somehow. Best way I can say it is, things don't feel right. You said you had an idea. What do you have in mind? Well, it's a long shot. But I may know how we can find out about your friend. I'm listening. This shortwave, I use it to keep an ear open for what's going on. So how do we get the radio working? There's no reason I can see why it shouldn't be working. Well, what about more parts? Or another radio? We might find another radio. But I think I have a better idea. Problem is, it's no use with the old bear out there. Your path to a working radio, and our survival, is through that bear. We have to find a way to deal with him first. Okay. So we have to deal with the bear. But you're half dead, and rifle shots don't seem to do much. So... That's because the old bear, he's special. I've been hunting and trapping for years, and I've shot a lot of bears. But I've never encountered anything quite like him. A special bear like that needs special magic to bring him down. Magic? Don't worry, I'm not delirious. I don't mean literal magic, but we need the old knowledge.
The old ways. What do you have in mind? There's an old story. Local legend, maybe. About one of the original settlers of this place. Spence. Story goes something like this. Spence shows up and sets up his claim shanty with his young family in tow. For generations, the family had been traders in the Hudson's Bay Company. Old voyageur stock, they say. Hard people. Survivors. One day, a bear shows up and menaces the homestead. Spence takes a shot at the bear, but it doesn't seem to do anything. Bear wanders off, but Spence's wife, she takes a turn. Slips into fever. For days, delirious, she screams about the bear. Local doctor can't do a thing for her, neither can the priest. A week later, a hired hand goes missing. And they find him. Just a body. Ravaged. Spence fears for his wife and kids. He's convinced some evil bear spirit is trying to kill them. Revenge for some slight in the past, maybe. Something in the family history. Spence gets some men together for a hunting party. They go out into the muskeg and track something big for days. Eventually corner it. It's a big son of a bitch. Biggest bear they'd ever seen. Man-killer. Story goes, they empty their rifles into the bear and it just walks away. Like it's made of stone. They call it the demon bear after that. Wife's dying now. Spence believes the bear's evil spirit is killing her. Eating her soul. He can't get anyone to join him on another hunting party. They know rifles don't work. So he forges a spear. Like a boar spear, but bigger. From some old Hudson's Bay trapper's wisdom, apparently. He goes out into the muskeg, disappears for days, and then one morning, the wife's fever breaks. But nothing from Spence. Some men go out looking for him, and they find him. Half dead, blood all over him, body torn almost in two. The bear's work. The last thing he says is, "Spear stole the bear's soul. My wife is now free." And then he's gone. So, did he kill the bear? Nobody knows. Never found a carcass. They buried Spence, took the spear back and hung it over the mantelpiece in the Spence homestead. Never saw that bear, or any other, again. Years later, after the Spence family faded to obscurity, wealthy land baron bought the spear to hang in his hunting lodge. Just so he could tell that story, I imagine. So, do you believe it? The story of the demon bear and the spear stealing its soul? No, of course not. I might spend all my time alone in the wilderness, but I'm not crazy. But the old stories sometimes have truths hidden in them. Spence might have been superstitious, but he had the right idea. 10 inches of cold, hard steel might do what a bullet can't. I'm convinced. A spear's the way to kill that bear. And you need to get Spence's bear-killing spear if we're going to survive the winter. The old hunting lodge is still there. A couple of days' journey south. Follow the tracks the other way, through the muskeg, and you'll find it. If the spear's there, get it. It might be our best hope. And the radio? You deal with the bear, and let me worry about the radio. Now, let me rest. Good luck out there. Watch out for our demon. Не успели вернуться, нас снова отправляют в путь. Ну, что ж, ребята, продолжим уже в следующий раз. Всем пока.